Всем добрый день! Вы на канале Вязание от Ангелины Озимок на Яндекс.Дзен, телеграм-канал, Рутюб, Одноклассники, Контакт. То есть сейчас можно везде смотреть, следить за моими новыми роликами. Сегодня предлагаю посмотреть красивую обвязочку. Обвязка на самом деле шикарная. Смотрите, как красиво. 5 рядочков всего-навсего. И такая красота у нас есть. Мы можем обвязать любое изделие. И как завершающий штрих он очень красивый, да? Вот такую красоту из пышных столбиков предлагаю сегодня посмотреть, применить, связать. Еще и схема у нас есть, это тоже здорово. Поэтому смотрим, вяжем и получаем удовольствие. У нас с вами есть замечательная кофточка, есть схема для обвязки. Обвязку можно применить в любом вязаном изделии. Поворачиваем наше изделие со стороны спинки. Можно сбоку начинать. И привязываем ниточку в колечко. Узорчик начинается так. 2 воздушные петли. Столбик с накидом недовязанный. И еще один столбик. Пышный столбик. 1, 2, 3 воздушные петли. И еще один лепесток. У нас с вами будет вот такой цветочек из 2 лепестков. 1, 2, 3, 4 воздушные петли. Пропускаем одно кольцо, а в следующее вяжем 5 столбиков с одним накидом. 2, 3, 4, 5. Схема есть, она немножко мутноватая. Конечно, я ее выложу. 1, 2, 3, 4 воздушные петли. Колечко пропускаем и вяжем 2 пышных столбика. 1, 2, 3 воздушные петли. И еще один лепесток. Первый ряд будет вот такого плана. Лепесток и 5 столбиков. Провязала я не только первый ряд, но и второй. Второй ряд практически не отличается от первого. Единственное, что там, где было 5 столбиков, мы провязываем 4 с одной стороны, не довязывая столбик, только с одной стороны. Такая схема. Не довязывая один столбик, но прибавляя одну воздушную петельку. 5. С одной стороны 4, с другой стороны 5. 5 и 4. Такая схема. Смотрите, 5 столбиков, 4. В следующем ряду мы будем не довязывать столбик. С одной стороны все столбики, с одной не довязаны. Потом наоборот. То есть здесь вот такая схемка идет. И не сильно отличается наш ряд. Присоединяемся к нашему пышному столбику. В самый центр опять переходим и вяжем пышный столбик. Но теперь у нас будет не 2, а 3 пышных столбика. Такой у нас цветочек будет расцветать. 1, 2, 3. Между ними воздушных петелек. И еще один столбик. 1, 2, 3. И еще пышный столбик. Один, 2, 3 воздушные петли сделаем, потому что мы сделали расширение, а не 4. С этой стороны мы провязываем столбики 1, 2 и 3, не довязывая последний. 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. То есть с одной 3, с другой 4. Что сделаешь, такая схема. И наши пышные столбики вяжем. Провязываем, получается, 3-й ряд, довязываем. У нас 3 лепестка, 3 воздушные петли, 3 столбика и 5 воздушных петель. Присоединяемся. Вяжем дальше. Соединительным столбиком
передвигаемся арочку, вяжем наш лепесток. Раз, два, три, еще один лепесток, 4, раз, два, три, 4 воздушные петли сделаем, и в следующее место еще 2 лепесточка. Раз, два, три. Так, еще один лепесточек. Довязали. 1, 2, 2 воздушные петельки, и с этой стороны в этом ряду мы не довязываем один столбик. Раз, два, 3 воздушные петли, и вяжем опять вот такое разветвление наших лепесточков по 2. Между ними 4 воздушные петли. И нам останется связать последний ряд. Теперь нам предстоит, довязали мы 4, раз, два, три, 4 ряд, последний, самый красивый завершающий рядочек. Вот он, очень красивый. Что нам нужно с вами сделать? Перейдем к соединительным столбикам и вяжем пышный столбик, 2, 3 и пико, раз, два, 3. Провязали пико, 2 воздушные петельки, в это же место еще пышный столбик, раз, два, 3, пико, раз, два, 3. Две воздушные петельки. Теперь нам нужно провязать в центр 3 пышных столбика и пико. Раз, два, 3. Пико всегда придает 2 воздушные петельки воздушность и красоту, и, наверное, такую законченность работе. 1, 2, 3. 2 воздушные петли и еще пышный столбик в центр. Раз, два, 3. 2 воздушные и еще 2 пышных столбика в соседние лепесточки в арочке наши. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3. Раз, два, 3. Провязываем. Дальше вяжем столбик 1. Пропускаем первый, вяжем столбик и повторяем наши пышные столбики. Вот такую обвязочку, очень красивую, завершающую последний ряд. Провязала последний ряд, и получается у нас вот такая красивая обвязочка. Всего 5 рядочков, а очень красиво. Как вам кажется? Мне нравится. Мне кажется, что можно такую обвязку к любому изделию привязать, и будет очень красиво. Хоть к шарфу, хоть к палантину, к кофточке любой. Такая красота будет. Огромное спасибо всем, кто досмотрел ролик до конца. Надеюсь, видео будет полезным. Подписывайтесь на Яндекс.Дзен, телеграм-канал, Рутюб. Сейчас площадок много, потому что неизвестно, какая из площадок будет работать хорошо в удобном для нас режиме. Поэтому подписываемся пока везде, смотрим, обязательно комментируйте, это очень-очень важно. И жите с удовольствием. До новых встреч!
Всего 5 рядочков, а очень красиво. Как вам кажется? Мне нравится. Мне кажется, что можно такую обвязку к любому изделию привязать, и будет очень красиво. Хоть к шарфу, хоть к палантину, к кофточке любой. Такая красота будет. Огромное спасибо всем, кто досмотрел ролик до конца. Надеюсь, видео будет полезным. Подписывайтесь на Яндекс.Дзен, телеграм-канал, Рутюб. Сейчас площадок много, потому что неизвестно, какая из площадок будет работать хорошо в удобном для нас режиме. Поэтому подписываемся пока везде, смотрим, обязательно комментируйте, это очень-очень важно. И вяжите с удовольствием. До новых встреч!